Всем привет! И сегодня я решила сама отвечать на ваши вопросы, которые вы мне присылаете за неделю, так как я не всегда могу увидеть ваши сообщения в Фейсбуке или не всегда успеваю отвечать на ваши комментарии в Ютьюбе, поэтому я решила сделать так, что каждую неделю в субботу будут выходить ответы на ваши вопросы. И, возможно, вы сможете увидеть ответ на свой вопрос именно в одном из следующих видео. Вот только что Юлия Кошенкова отправила сообщение: добрый день, у меня дочь в 4 классе учится абсолютно самостоятельно, даже домашку не проверяю, единственное, могу помочь с сочинениями. Это комментарий к видео по поводу школьные задания для мамы, когда я помогала Малику ей делать, рисовать плакаты для школы. Ну хорошо, если у вас получается, так очень здорово. Так, следующее. Вообще, на самом деле, я рада, что мне получается, у меня есть время именно уделять ребятам время, что-то нарисовать, там что-то помочь прочитать, сделать какие-то задания в силу моих возможностей и знания арабского языка или английского языка. Комментарий от Владимира 792. История грустная. Это по поводу моего влога 33, моя история, часть 2. Нас там не понимают, да и не уважают как людей, мы другие. Я не представляю, как можно привыкнуть к этой жене от всего сердца. Желаю вам всего самого светлого, доброго, счастья, здоровья, всех благ. Спасибо большое, Владимир. На самом деле нас не понимают и не уважают как людей, мы другие. В чем-то можно согласиться, то есть нам сложно понять египтян, как они мыслят. Даже не сложно, а мне кажется, у нас более такое представление, то есть другие ценности, то есть не все у нас деньги, мы более пунктуальные люди. И египтяне немного другие, то есть у них больше деньги, они более расчетливые. По поводу того, что не уважают, возможно, то есть когда они добиваются наших женщин, предположим, бесплатно, то есть они не могут понять, как можно вот так вот без ничего выйти замуж, и как у нас просто потому, что человек любит другого человека, у них так не принято. И это, с одной стороны, вызывает неуважение, и с другой стороны, они, конечно же, не могут понять вот этой нашей русской, умом Россию не понять. Вот, и им непонятно, и поэтому они очень привязываются к русским именно, потому что русские другие. То есть ты как вот влез и уже как бы завяз. То есть а к жизни здесь действительно привыкнуть очень сложно. Все равно, вне зависимости от того, сколько ты здесь живешь, то есть вроде бы и муж тебя обеспечивает, и все хорошо, но само по себе менталитет людей, то есть ограниченность в общении, она, конечно, к этому невозможно привыкнуть, потому что все чужое, отсутствие русского языка, отсутствие близких тебе по менталитету людей и их ценности, к этому невозможно на самом деле привыкнуть. Следующий комментарий к видео 36-му, к влогу «Многоженство в Египте». Я вижу, многих достаточно интересует вопрос многоженства. Вот. И просмотров много, есть, кстати, даже комментарии. Вот, пишет Юлия Кошенкова. Очень откровенно отдыхаю в Египте. Часто 3 года назад в приличном отеле в Хургаде отдыхала с детьми. Там у бассейна познакомилась и пообщалась с египтянкой. У нее 5 детей. Постоянно с моими в бассейне играли. На руках младшего просто носили. Но не суть. Общались на ломаном английском и через Google переводчик. Она приехала с мужем, ясное дело.
Мужа видела пару раз в ресторане мимо проходящему бассейна. Так вот, они из Каира, муж полицейский офицер, достаточно обеспеченный, по виду, так как отель не дешевый, да и далековато от Каира. Она вторая жена, единственная женщина в семье, которая работает юрист. Муж приводит в дом третью жену. У первой 4 ребенка, у второй 5, и вот еще одна. Когда мы прощались, я пожелала ее дочкам хороших мужей. Она меня поправила, чтобы они были единственными женами. Точно, многоженство в женской среде у них не приветствуется, я думаю. Ну, я думаю, что, конечно же, как правило, не приветствуется, и у египтяна, как правило, не остается другого выхода, просто как принять. Она может пообижаться, она может уйти, но потом она все равно возвращается как бы из-за детей и продолжает жить. Вот, и, соответственно, по египетскому закону муж обязательно, если жена египтянка, должен уведомить жену, если он берет себе вторую, третью, четвертую жену. Это что касается египтянок. По поводу иностранных жен, это совсем, как говорится, другая песня. И, конечно же, женщины не приветствуют это, но так как здесь вот я говорю, вот то, к чему привыкнуть достаточно сложно, это определенная вот эта вот мужская солидарность у них, у египтян, у мужчин, они не дают женщинам ход. То есть, если ты хочешь устроиться на работу, будет проблематично, если ты захочешь работать, предположим, в какой-то крупной компании, там, где работают мужчины или еще что-то. То есть, работай ради бога в детском саду, в школе, еще как-то они это приветствуют, но именно работать, именно женщина как, то есть возможность женщины себя реализовать именно вот на работе и как бы в обществе, то есть здесь достаточно ограничено, если особенно девушка, женщина замужем, и особенно если у нее есть дети. Вот. Но по поводу офицера, полиции, ну, во-первых, полицейские, так же как и военные, они отдыхают на всех, особенно если чин достаточно высокий, если он высокого ранга, высокий ранг занимает в полиции или в армии, они отдыхают и в Шарм-эль-Шейхе, и в Хургаде абсолютно бесплатно. Вот, так что вас это не должно вводить в заблуждение, что они очень богатые. Они, конечно же, очень обеспеченные, так как в Египте власть держат именно военные, и поэтому все, кто работает вот именно в военных структурах, они, соответственно, очень обеспеченные люди и могут позволить себе многое, как говорится, за бесплатно. Дальше, следующее. К видео, к 6-му влогу моему 5 вещей, которые нельзя делать в Египте, о ладах и клубах. Наташа Диафи, она написала комментарий, что Галина, я вас понимаю, как никто, сама прожила в Алжире 10 лет, но мы с мужем решили уехать. Ну, хорошо, что решили уехать, очень здорово, я очень рада за вас, Наташа, очень хорошо. Я очень рада за вас, Наташа, что вам все-таки, несмотря Алжир, я думаю, что немногим отличается от Египта, и вообще мне кажется, что все арабские страны, страны вот Гольфа, да и вообще все мусульманские места, мне кажется, и Турция, и мне кажется, и наша Средняя Азия, они вообще чем-то похожи по жизни и по каким-то устоям жизненным. И, конечно, на территории, предположим, России, я думаю, что нашим соотечественникам будет намного приятнее и привычнее жить, и не придется столкнуться с многими вещами, которые нам не то что неприятны, они для нас просто неприемлемы, вот, которые в Египте, предположим, считаются нормой. Еще раз скажу, это вещи как обман и, соответственно, вот эта вот их зацикленность на деньгах. Вот еще к 3-му влогу комментарий. Илона писала до этого комментарий, что у нее переписка с египтянином из Каира.
вот, что у них завязалась переписка. Пишет, что он сказал ей, что разведен, у него 3 детей. И я думаю, что, может быть, он все-таки женат, на лбу у него пятно, как я недавно слышала и говорили, что на лбах, вот эти пятна на лбах, это от молитв. Я написала, что да, возможно, он женат, потому что многие, кстати, вот это одна из привычек египтян, они, как правило, все женатые. На самом деле для египтянина жениться здесь не проблема. Проблема жениться именно на самом деле для иностранного мужчины. Вот, кстати, вот пример с Рустамом, он показал очень много, как говорится, примеров, когда вроде бы сначала соглашаются, у Рустама было условие, я вам в предыдущем блоге рассказывала про Рустама, наш парень русский, который приехал и пытался остаться здесь, в Египте. Остаться он может только по... Ну, одна из причин, по которой он может здесь остаться, если он женится. И вот он подбирал себе невесту, и очень основным его условием было то, что он не будет покупать квартиру, а то, что он пригласит свою невесту жить в съемную квартиру. И вот, несмотря на то, что сколько встречались, вроде бы изначально соглашались, потом в результате все заканчивалось тем, что им всем нужна квартира в собственности, чтобы у него была. Вот, и поэтому это то, что касается иностранцев. По поводу египтян, не проблема у них жениться, потому что у них к своим, соответственно, доверие больше, свой никуда не уедет, поэтому они могут, и если человек, в принципе, проверенный, и они ему доверяют, она может с ним поехать и в съемную квартиру. Вот, ну и по поводу Илоны, то, что вы говорите, у него на лбу пятно. Да, на самом деле от молитвы у многих египтян вот здесь на лбу есть такое пятно. Даже бывает иногда 2. Вот. Ну, значит, человек молится, совершает 5-кратную ежедневную молитву. Вот. И по поводу жены, что он говорит, что он в разводе. Вот. Но я Илоне написала, что вообще возможно, что он женат, так как это обычное дело, что египетский мужчина часто говорит, что он в процессе развода, что у них с женой нет никаких отношений. А еще чаще египтяне любят очень говорить, что у него жена больная. Вот. Но если вы, как говорится, вам, как говорится, не посчастливится встретиться с этой больной женой, вы, как говорится, сами увидите. Потому что это женщины, как правило, которые там сами таскают, стирают большие гигантские ковры, занимаются все работы по дому, и женщины очень сильные. Вот. И если вы слышите, что моя жена больна, у нее что-то... Очень любят говорить, что у жены не в порядке с головой, или она вообще больна, или она плохо ходит. Вот. Но всю эту информацию, соответственно, нужно проверять. Вот. И, как говорится, не доверять просто так на слово. И вот Илона вчера послала мне сообщение, взяла и спросила его пару дней назад, почему развелся с женой. Младшему ребенку сейчас 4 года, развелся, было 2 года. Ответ. Она не делала того, что я хотел, не заботилась обо мне, все ее время занимали только дети. Даже не знаю, что и думать. Выходит, хорошая жена, 3 детей, маленький к тому же. Ему 46, самому жене сколько не спрашивал, но и говорит, что дети, это и тоже его жизнь. Как это понять? Ревность к детям, что ли? Но на самом деле это очень привычная, распространенная проблема. И, кстати, у меня это тоже как... Я постоянно выслушиваю от мужа то, что мне ни до кого нет дела, только до детей, до него никакого дела нет. Но на самом деле это связано с тем, что, как я уже говорила, египетские мужчины ничего по дому не делают. Мало того, что по дому, плюс они вообще ничего не делают. Кроме работы и приносения, то есть приноса денег, на них нет никакой ответственности. И это очень достаточно морально тяжело, когда вроде бы человек есть, а на самом деле человека нету. Его нет как ни дома, его нету так психологически нету. То есть женщине приходится решать все проблемы с детьми, то есть убираться, гладить, понятно, это обычно, но здесь это ощущается, предположим, египтянка может быть как-то полегче, потому что у нее все-таки большие семьи по 200 человек,
Но когда, предположим, русская там или любая иностранка оказывается здесь и вот сталкивается с такими вещами, что человеку просто дела ни до чего нету. Вот. Ты, соответственно, занимаешься детьми, ты занимаешься домом, ты просто сильно устаешь. Особенно если трое, там, четверо, пятеро. Я знаю англичанку, у которой вообще 6 детей. Вот. Поэтому, соответственно, вот так вот, то есть вот этот мужчина говорит, что она не делала того, что я хотел, не заботился обо мне, ее занимали только дети. Ну, что можно сказать? Ну, я, в принципе, уже ответила, что то есть мужчины здесь не приучены, то есть, возможно, так как они обучение в большинстве случаев у мальчиков и девочек проходит раздельно, то мужчина, как правило, для него жена это просто вот для кухни, для выращивания детей, для, соответственно, для секса, а психологическое состояние человека никого не интересует.